Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Посмотрите, какие они. Золотистые улитки, где слой за слоем чередуется сочное мясо и нежное творожное тесто. Они шипят на сковороде, румянятся до хруста и пахнут тем самым домом из детства. Шанишки, мини-беляшики – простое забытое блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Сегодня я покажу, как сделать их идеальными. Приготовьте творожное тесто. К творогу добавьте яйцо, соль и хорошо разомните. Если творог крупинками, пробейте блендером. Тесто будет эластичнее. Добавьте растительное масло, оно смягчает клейковину муки, с ним тесто легче раскатывать тонко, а также при жарке корочка румянится ровно, без пересушивания. Добавьте муку, всыпьте разрыхлитель и, подсыпая муку, замесите мягкое, податливое тесто, которое хорошо раскатывается и не рвется. Переложите тесто на коврик и продолжайте замешивать. Вот такое тесто по консистенции должно получиться. Для удобства разделите тесто на две части и придайте форму прямоугольников. Накройте и дайте полежать 10-15 минут. Приготовьте начинку. Мясо, у меня сегодня свинина, лопаточная часть и лук, прокрутите через мясорубку. Добавьте соль и любимые специи по вкусу. Добавьте воду, тщательно перемешайте. Фарш должен быть маски, не сухой. Уберите в холодильник на 30 минут. Сформируйте улитки. Возьмите первую часть теста, подпылите коврик мукой и раскатайте в прямоугольник толщиной 2-3 мм. Старайтесь, чтобы тесто было одинаковой толщины. У меня получился прямоугольник длиной 30, а шириной 22 см. Фарш разделите на две части и равномерно намажьте тонким слоем. Не доходите 2 см до верхнего края. Сверните плотный рулет. Края защипните. Чтобы легче это было делать, можно слегка смочить водой. Прокатайте. То же самое сделайте со второй частью теста. Разрежьте рулет на кусочки 1,5-2 см. Удобнее это сделать при помощи нитки. Она не сплющивает рулет, не тянет фарш, срез получается аккуратный и слои не уезжают. Для этого подойдет обычная швейная нитка или зубная нить без вкуса. Подвести нить под рулет, перекрестить концы сверху и затянуть. Придайте форму улиткам. Можно разрезать при помощи острого ножа и движения пилой, не давить. Сформированные улитки можно сразу жарить или заморозить, разложить на доске, подморозить, а затем убрать в пакет. Это удачный полуфабрикат. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 31 шанишка-улитка. Обжарим шанишки, перед жаркой их не панировать. Разогрейте сковороду с растительным маслом, средний огонь. Выложите улитки плоским срезом вниз. Жарьте 3-4 минуты под крышкой. Переверните и жарьте еще 3-4 минуты до румяности. При необходимости влейте 1-2 столовые ложки воды, накройте крышкой и дайте дойти. Готовые улитки складываете в форму или глубокую кастрюлю. На дно бумажное полотенце складывайте улитки слоями. Сверху крышка
держат тепло 20-30 минут, не остывают, доходят внутри и остаются мягкими. Улитки готовы. С золотистой корочкой, мягкие внутри и такие домашние, что хочется назвать их по-ласковому – шанишки. Если у вас есть пачка творога и фарш, то скорее на кухню. Поверьте, этот рецепт вам очень понравится. Подавать шанишки со сметаной, чистой или с чесноком, солеными огурчиками, квашеной капустой. Очень вкусно со сладким чаем. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Дополнительная информация в записи сообщества. Подписывайтесь на наш канал «Рецепты из старого блокнота», ставьте лайк, если наши шадишки вам понравились. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе наших новых видео. Ну а я говорю вам до свидания, до новых встреч и, конечно же, увидимся!